Для этого вкусного и быстрого пирога я беру 2 яйца. К яйцам добавляю 150 граммов сахара. Пирог будет умеренно сладким. Для улучшения консистенции пирога и чтобы вкус пирога был более ярким, добавляем щепотку соли. Для великолепного аромата насыпаю 1 чайную ложку ванильного сахара. И теперь хорошо перемешаем эти ингредиенты, чтобы соль и сахар растворились в яйцах. Я работаю без миксера, при помощи венчика. Но если у вас есть миксер, вы можете его использовать, так будет даже проще и быстрее. Затем нам понадобится 50 граммов сливочного масла. Масло нужно растопить. Вместо сливочного масла, по желанию, можно использовать рафинированное растительное масло. Но, на мой взгляд, именно со сливочным маслом пирог будет ароматнее и вкуснее. Следующий ингредиент 250 мл кефира или йогурта. У меня йогурт не из холодильника, комнатной температуры. И опять все перемешаем до однородного состояния. Затем добавим 250 граммов муки. А чтобы пирог был пышнее и воздушнее, пропустим ее через сито. Вместе с мукой добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя или пол чайной ложки пищевой соды. И снова хорошо перемешаем тесто. В этом тесте легко расходятся комочки даже без миксера. Оно получается гладким, шелковистым. При этом оно достаточно густое, как густая сметана. И имеет очень приятный сливочно-ванильный аромат. Тесто пока ненадолго отставляю в сторонку. Затем я беру 3 таких плотных яблока весом полкилограмма. Удаляю семена и хвостики. Яблоки нарезаю кубиками. Яркие душистые яблоки отправляем в ароматное сливочное тесто и хорошо перемешиваем. Яблок много, пирог будет вкусным и полезным. Подготовим форму для запекания. Просто хорошо смажем ее кусочком сливочного масла. У меня форма диаметром 22 сантиметра. Яблочное тесто перекладываем в подготовленную форму. И распределяем равномерно. Будущий пирог отправляем выпекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов Цельсия или 356 градусов Фаренгейта. Через 50 минут пирог готов. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от духовки. Проверить готовность пирога очень просто при помощи деревянной палочки. Она должна выйти сухой и чистой. Этот пирог получается очень ароматным, пышным и вкусным. И я рекомендую вам его также приготовить. А также рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, радости и мирного неба. Мы с вами встретимся, как обычно, в следующем вкусном видео.